Всем привет! Это канал не местный, мы с кукурузой. Почему? А потому что где мы? Мы в ботаническом саду Батуми. Самый большой ботанический сад в Грузии. Один из крупнейших в мире, но я не верю. Ну, хотя мы долго шли, да. Вот, так что сейчас будем пробовать кукурузу. Смотрите выпуск, будет очень интересный. Заранее поставьте лайк, потому что нельзя не поставить лайк ботаническому саду. Подписывайтесь на канал и пойдемте гулять вместе с нами по ботаническому саду. Поехали. Боже мой, мандариновый рай какой. Только взрослым можно. Впервые в жизни блогеры снимают преступления. В общем, ужасная организация вообще. Это вам. Зрители? Да. Прям даже похоронен здесь, представляете? Почему все тебе комплименты пишут в комментариях? Со своим красным. Еще не расскажу вам ничего, не будете знать, кто чай вообще вырастил. Я прям в восторге, полнейшем. Батумский ботанический сад – это уникальное природное пространство, расположенное на Черноморском побережье Грузии. Он был основан в 1912 году и на сегодняшний день представляет собой коллекцию более 5000 видов растений. Сад занимает площадь более 108 гектаров и разделен на несколько секций, каждая из которых посвящена определенным растительным формациям. Здесь вы найдете экзотические виды из разных уголков планеты. Ботанический сад также является научным и исследовательским центром, где проводятся работы по сохранению и изучению растений. Помимо своей значимости для науки, сад предлагает посетителям возможность провести время в окружении ухоженных аллей, озер и любоваться на море с многочисленных смотровых площадок. Это идеальное место для любителей ботаники и просто тех, кто ценит красоту и многообразие растительного мира. Добраться до ботанического сада можно как на такси, так и на общественном транспорте. Но перед этим обязательно посмотрите по картам, какой именно маршрут следует из Батуми в ботанический сад. Мы пришли в ботанический сад. Да. Опять очередь. Ну, как обычно, в общем, да? Ничего не меняется. Пришли мы в ботанический сад, самый большой ботанический сад в Грузии, и некогда самый большой ботанический сад вообще в СССР. Вот, интересно. Да, там мы стоим. Вообще этот сад создавался постепенно, не сразу и не одномоментно. Но об этом расскажем позже, когда зайдем в это красивое место. Да, по площади около скольки-то гектаров? 110 гектаров. Один из самых больших в мире считается. Интересно, да. Угу. Покупаем билеты. Сколько стоят билеты? 20 лари. С человека? Один билет, да, взрослого человека. Это вход, да. И дают еще карту, кстати, на входе, чтобы не потерялись и знали, какие достопримечательности. Все, идем дальше. Как только заходишь, в нос ударяют запахи. Да, древесные. Древесные, яркие древесные запахи. Мы сразу видим вот эти стремящиеся ввысь деревья. Ну, конечно, нет, Батуми сам по себе зеленый очень. Но вот здесь, когда оказываешься, это вообще переносишься куда-то, не знаю, в какой-то оазис. Пройдем вглубь. Будет фантастически красиво. Да, пока мы видим здесь вот море, получается, что находится на берегу моря практически. Сад ботанический, да, виден город Батуми. Он находится в 9 километрах сад от Батуми, но здесь недалеко, поэтому виден. Проходит железная дорога около сада. Ну и, в принципе, вот идем вверх. Да, перепады здесь от 0 до 220 примерно метров над уровнем моря. И мы можем заметить, во многих местах есть смотровые площадки именно с видом на море. Также здесь есть свой выход на пляж. Но вы не думайте, что вы спуститься можете в любом месте. Нет, здесь, соответственно, скалы. И есть специальные выходы на пляж. И даже вы можете остановиться здесь на ночь с палатками. Но для этого тоже есть специально отведенные места, и это нужно согласовывать. Вот сейчас мы поднимаемся, набираем высоту. Вообще протяженность этого парка, если брать от его южного конца до северного, Километр.
2,5. 2,5 даже? А километр, скорее всего, вдоль побережья идет, именно вдоль Черного моря. А если брать вот прямо с двух концов, от южного до северного, то 2,5 километра примерно. Да. Поэтому здесь погулять. Вот посмотрите на дорожке. Я вот чувствую уже, как ноги напрягаются, потому что очень крутой уклон вверх. Ну вот идем. Но уже красиво, уже очень много зелени. И видно, что в Буквально этот везде. парк, в него вкладываются. И на самом деле, изначально, когда его создавали, создавалась сначала вот эта вот часть. Нижняя часть парка, наверное, самая живописная, потому что создавалась она Михаилом де Альфонсом. Вы это уже слышали, это имя у нас в выпуске. Его еще называют отцом бульвара в Батуми. Как раз-таки он в 19 веке, в 1881 году, основал вот этот вот нижний парк просто как сад, посадив здесь цветы, всевозможные растения. Вот, и уже в последующем этот парк добавлялся его верхней частью. И только в 1912 году, так давайте мы пройдем, потому что... Кто не видел выпуск про Батуми, вот сейчас здесь будет ссылочка на него. Да, и только в 1912 году российский географ Андрей Краснов начал работы, здесь масштабные работы именно по созданию ботанического сада. То есть ему было интересно акклиматизировать разные виды растений под климат Аджарии. Ну и потом уже в дальнейшем соединили нижний парк, верхний парк и вот эту вот такая научную часть, созданную Красновым. Да, вот поэтому парк уникальный именно из-за своих растений, которые здесь находятся. Сейчас будем смотреть, наблюдать. И вот смотрите, здесь уже встретили первого жителя местного. Она сидит на лавочке, конечно же. Ой, девочка, какая она маленькая, лапуля маленькая. Давай дадим ей, она сможет, интересно, есть? Покормим быстренько. Ну, у нас собачья, конечно, но я думаю, она... Какой окрас у тебя красивый. Даже разрисовывают себя. Ей понравилось, говорит. Кстати. Ничего себе дача. Хотели бы здесь дачу себе? Я бы нет, потому что здесь наверняка много всякой живности. Я не знаю, видно вам или нет. Дерево, усыпанное хурмой. Как жаль, что его нельзя подойти, потрясти, чтобы хурма вся попадала на нас. О, я бы потрясла. Что касается не хурмы, а что еще? Мандарины, короче, растут в Батуми на улице, и дети местные мячиком кидают в дерево и сбивают мандарины, потом их едят. В общем, как мы баловались с яблоками. А тут, понимаете, мандарины, да? Прям Вот. в городе, да. Ну вот же они, мандаринки. Вот и мандарины. Зеленые. Смотрите, вот так растут мандаринки. Ну, некоторые желтые, скоро поспеют. Вот нам их будут продавать по 3 лари за килограмм. Да, мы начали есть уже мандарины. Они уже начинается сезон. Пока кисленькие, но если желтые брать, то нормально. Так что вот. Но зато очень сочные. Вот смотрите, какой вид, масштабы какие открываются. Ну, в целом, посмотрите, вон. краски Смотрите, зеленого. сколько там Хурмы. и хурма, и что-то там еще. Это хурма, да. Вон там целые деревья, смотри, там сад целый хурмовый. Классно. Вот мандаринки висят. Мандаринки, там желтенькие уже. Вон там тоже желтые. А вон кожурки. Люди ели тут мандарины. А вы говорите нельзя, а долина нельзя, а долина нельзя. Брось каку. Я не взяла, в смысле?
идем дальше. Давай сорвем. Давай дальше. В смысле, давай... Так а почему ты мне не разрешил сейчас сорвать? Сказал, зачем, Тебе зачем? нельзя, только взрослым можно. Шутки за 300, короче. Подъехали по заказу. А почему мы идем там, где никто не ходит? Дима шел. А, уже тропа проложена, да? Это магнолия. Аделина в поисках добычи. Вот дерево сразу же. Так. Ну, Так, нас заметили. А, мы сегодня тоже ест мандарин, так что мы тут не одни такие. Боже мой, мандариновый рай какой-то. ты снимаешь в Телеграм? Конечно, я снимаю в Телеграм. Будет ссылка и QR-коды на экране. Ладно. Это вообще какой-то... Ну что? Ну они тоже все желто-зеленые. Впервые в жизни блогеры снимают преступление. Свое же. Еще и выложим, Да? чтобы нам потом... Вон, смотри, какие оранжевые здесь. А что все сюда кидают кожурки, да? Ну это же естественно. Ой, мама, смотрите, как они начищаются просто. Спелая, да? О, Дима, иди сюда! да не кричи ты, на что-то потом его гостям. Ты как мамажик. Мамка, не мамкой. Да поворачивай. Ешь все. Вот, видите? М. Вообще офигенные. Угу. Я тебе говорю. Нет, а почему Дима там стоит? Он не хочет быть соучастником. Он скажет, что он нас не знает. Давайте еще возьмем. Очень сочные Вообще, и совсем не кислые. Угу. абсолютно. Так, а где мы ее сорвали, ты не помнишь? Тут везде мандарины. Смотрите, прям в сторонку отошел. Здорово. На, держи, Кушай. кушай. Мы поели же, говорят, тут кричим. Мы поняли, что ты не хочешь быть участником этого мероприятия. Вот они. Они чуть-чуть зеленоватые, но ничего страшного, они уже спелые. Вкусные. Они очень сладкие, сочные, да. Пойдемте дальше сюда. Пойдем. Мне кажется, Первая обзорная площадка на нашем пути наверх. Это прям очень шикарная картинка такого залива Черного моря. Небо сливается с водой. Там дальше, скорее всего, Кабулети. Ну, круто, круто. Нет, спасибо. Я Возьмите наелся. мандаринку. Это вам. Зрители? Да. Это вам. Это вам мандаринка. Все, съели. Теперь съедай. Ищем. Вы представляете, мало прийти в ботанический сад. Надо еще и найти, где проходит фестиваль. Да, сегодня проходит фестиваль. Фруктовый фестиваль. Такой ежегодный. Хотим заодно на него сходить. Интересно, что там. Да. Фруктовая выставка. Поэтому идем сейчас ищем эту самую выставку. Не знаю, найдем ли мы ее. Надеемся, что найдем. очень необычно. И это вообще какой-то отдельный кайф. Зелень, буйство зелени, всех цветов, оттенков зеленого и море безграничное. Течение видно. Вот этот корабль очень такой художественная картина, да, получается? Просто гладь такая и корабль. Угу. И на скорости. Очень красиво. Очень круто, здорово. Угу. Это с самого конца ботанического сада. Да, до самого, наверное, начала практически. То есть, чтобы не идти обратно, можно прокатиться. Здорово, красиво. Да, еще такие автобусы есть. Можно за дополнительную оплату, чтобы вас довезли. Вот поют
Люди на позитиве. Поэтому дышите свежим воздухом глубоко. Тут эвкалипты, какие-то еловые, секвои дальше будут. Супер. Ну, раз. Здравствуйте, извините, вы не знаете, фестиваль везде проходит? Когда туда прямо, идите то же самое туда тоже. Мадлоба. Пожалуйста. Там сейчас будет подъем, потом спуск, потом будет маленький еще подъем. Ага, спасибо большое. Ну, поасфальтированы по этой дороге. Да, сейчас почти все туда идут. А, на ну фестиваль. Спасибо. Ну все, значит, мы правильно идем. Вот. А мне даже как-то не особо фестиваль важен, а какая-то дорога. Такая живописная. Да, Посмотрите, с одной стороны море, глаз радуется, с другой стороны везде зелень. Можно перекусить. А я напомню, что Пальмы. это ноябрь. Сейчас ноябрь. Ноябрь, да. Я вот в футболке иду, и мне жарко. То есть, Я тоже покажется. повязал свою крутую толстовку на поясе, чтобы вы знали. Крутая, да? Напишите в комментариях, крутая или нет. Ну слушай, Вот она. почему все тебе комплименты пишут в комментариях? Вот мы уже идем по другой локации. Здесь очень много высоких деревьев и много теней. И, конечно, красиво. Что это такое? Чамай, Кипарис. кипарис. Кипарис, вы смотрите. Японский. Ох ты! Типа, Ничего себе, какой высокий. Это в обхвате очень высокий, большой. Шикарно. я думаю, вот вы даже сейчас представляете, видя эти кадры, насколько здесь свежо и приятно. Ну, правда. Непередаваемый воздух. А вот мне кажется, вот когда видя вот это вот все даже через камеру, можно понять, насколько здесь свежо и приятно находиться. Мне кажется, это прям чувствуется даже через экран. Как красивые пальмы, бананы. Да, банановые пальмы. Смотрите, здесь это у нас Кстати, Вот именно что. здесь началось. лавр. Смотрите, это лавр. Он Щас, вообще щас, не... щас. Просто посмотрите, он не, Да, в обхвате. не обхватить его вообще никак. Большой бы. Ну, бывает еще гораздо больше, конечно. Китай, Гималай, Бирма. Гималаи. Когда поедем в Гималай? Ложно-камфорный лавр. Ложно-камфорный. Вот. А это банановые пальмы. Нам сейчас вон туда надо идти. Ну, приятные дорожки. В принципе, все облагорожено, чисто довольно. Ну, здорово, приятно гулять. Именно здесь, кстати, вот тем же самым географом Андреем Красновым было начато... Со своим красновым, что ли? Ну, блин, если он основатель, он даже похоронен здесь, представляете? Я не знаю, мы сегодня дойдем до его могилы или нет, он похоронен здесь. Вот одна могила, и она его. Так вот, именно им здесь были высажены чайные плантации, и началось вот это вот разведение чая. Вот, он анализировал, то есть как он здесь приживается, видимо, разные сорта и прочее. Поэтому это очень знаковое место. Вот, Так, что касаемо чая... Дима именно что-то здесь. показывает нам. Что такое он, смотри, такое дерево полностью во всем. Мандарины. Такие крупные. Ну, желтые, такой желтые, сорт желтые просто, уже, да. Кто побежит? Ну, Самый молодой? конечно. Самый молодой отказался, молодая вернее. Да, это вообще никогда не аргумент был. Я среди братьев всю жизнь самая молодая. И вот самая молодая бутерброды бежит делать. Самая молодая в магазин бежит. Ну уж нет, За простите. мандаринами. Нет, должна быть мотивация, понимаешь? У кого больше мотивации, правильно? Кто должен Да, бежать? чтоб шиша не получить. Вот здесь как раз заканчивается троллей, которого мы вам раньше показывали. Ну и, конечно, деревья. Столетние деревья. Кругом все зелено. Смотрите. Цветочки везде. Очень красиво. А там дальше что у нас? Какие-то банановые пальмы. И вот еще. Кстати, ты зачем перерываешь мои лекции? Взял и на Диму сразу перевел. Я говорю, рассказываю о чайных плантациях, возводимых Красновым здесь, в 20 веке. А он взял и перевел на Диму и говорит: Дима, посмотри, что здесь такое. Еще не расскажу вам ничего, не будете знать, кто чай вообще вырастил на Кавказе. Поставьте-ка дизлайк. Поставьте, да. Нет, только лайк.
вот таких лайков. Таких. Много-много лайков. Нет, один лайк можно, но еще один аккаунт, еще один лайк. Покажи пальмы красивые. Надо и комментарии оставляйте, насколько вам понравились эти. Да, курс лекций с вами будем вообще, потом будут постоянные зрители. А призы будут? Нет, Призы будут? открытку мы тебе пришлем. Мотивировать. Открытку пришлем. Да не мне, подписчикам. Ну, в смысле, тоже будешь участвовать? Ну, Мотивируй тоже, но у меня других. шанс, когда там тысячи, сотни тысяч подписчиков, это мало шанс. Так, запишись, а давайте с вами организуем кружок лекций. Будем выходить на связь, стрим по средам в 17:00. А тема Будем. какая? Много разных тем будет. Нет, не в 17, мы что, не бунтари с вами, что ли? Выйдем в 20:00. 20:00. 17 по Ты имел в виду? По Москве, конечно. Москве. Ладно, дальше пошли. А когда вы смотрите это видео, мы уже в другой стране. В какой стране вы узнаете через Telegram и другие соцсети Да, наши. Ты же подсказала. А мы Мы это вырежем. запикаем. А, запикаем, да, точно же, можно запикать. Как будто бы мы материмся нещадно, такие вообще просто. Бунтари. Оторви да брось, как говорится. Пойдем дальше. Идем дальше Где наш искать. выставка? Кстати, чайные плантации. У меня душа будет неспокойна, если я не донесу вам эту информацию. Вот там они, вот там, вот это Да ничего не видно вообще. тык-тык-тык-тык. Слов нет. Вот эта зелень вся, все оттенки зеленого. Я прям в восторге полнейшем. Оказывается, осень. Смотрите, как шуршат опавшие листья. И трава зеленая. Вообще очень тепло. Сегодня 23 градуса, солнце. Очень теплая, хорошая осень. Мы двигаемся в сторону фестиваля. Все выше и выше поднимаемся по ботаническому саду. Посмотрим, что нас ждет дальше. Так, кому интересно, что это за растение, вот здесь можно прочитать. Это саговник паникающий какой-то. Обычная пальма вроде как. Идем дальше. Вот такой куст с плодами, похожими на то ли рябина, то ли какая-то облепиха, что ли, не знаю. И называется кизильник мелколистный. Из Гималаев. Угадайте, что это за дерево? Я думаю, что нет. А это конфетное дерево, сладконожка. Представляете? Вообще интересно. Ну-ка попробую кусочек. Угу. Сладкое на самом деле. Класс. А теперь посмотрите на эти гигантские деревья, гигантские. Это уже не эвкалипт. Вот тоже. Это туя. Гигантская, да. Так и есть гигантская. Северная Америка. Очень высокие они, даже не видно там что-то вверху. Просто в небо уходят. Их здесь много. Вот красивые тени, солнце. Классно. Здесь поворотик сейчас будет. И дорога уходит вниз. Вниз. И вон там все больше и больше людей. Я думаю, скоро фестиваль увидим. Тоже огромное дерево. Что это у нас? Сосна ладанная.
Тоже Северная Америка. И смотрите, вот масштаб. Какое оно большое, высокое. Да. Идем дальше. Бесконечная, мне кажется, дорога. И уже сколько идем. Довольно быстро идем. И не можем никак прийти. Вот ступеньки выходят вниз. До сих пор ходим кругами. Не можем найти эту выставку. Просто везде дети. Очень много детей. Мероприятие. Не знаю, что у них здесь, да. В общем, ужасная организация вообще выставки. Просто идем уже. Сколько мы километров идем? Наверное, километра 2 уже прошли точно. И не можем ничего найти. Нет нигде этой выставки. В общем, идем дальше. Ну неужели? Наконец-то выпить. Выпьем, да? Ну, Тамара Александровна сейчас напишет тебе. И про тебя говорю, ты же хочешь. Ох, как быстро, да, мы переключились-то? Стрелки. Да. Кедр. Так, вот она выставка. Какая-то хаотично разбросанные эти беседки. Да, просто пойдем по рядам. Глинтвейн. Ну, без алкоголя есть глинтвейн. Здесь, значит, вина, я так понимаю, дегустацию. Коньяк здесь есть. Скорее всего, домашнее все будет, грузинское. Давайте посмотрим, что Давайте это. посмотрим. Это мед. Гамарджоба. Медовку не хотите? Медовуха? Да. Попробуй. Ой. Сначала попробуй, а вдруг не понравится. Давайте попробуем. Понюхай сначала. Она не ударяет в голову, да? Не, и голова не болит. Понюхайте. Это сок обычный же. Понюхай. Вы с меда сделали. Ты не пьешь? Не наливаю. Мне только нюхать дают. Необычный, да, вкусный, сладкий такой сок. Сок? Что похоже? Так, дай Дима мне покажи, Дима. На виски? Это виски? Не, это медовуха. С меда сделали. Да, чувствуется мед. Без сахара. На чистый мед. Голова не болит. Пьешь и хочется пить. Тепло пойдет сейчас, вот попробуй. Сколько градусов? 40. 40? Ну так не бывает. Что-то крепко очень. Медвога. тебе времени камеры для них. Кто заказывал вареную кукурузу? Кто заказывал вареную кукурузу? Женя, тебе привет. Гамарджоба. Какую цену у вас кукуруза? Соленая? Без сладкого есть не сладкого. 5 лари, да? Ты будешь? Нет? Давай возьму. Можно, да? Одну. То есть ты для Жени поешь кукурузу? Да, я покажу Жене, что здесь тоже есть кукуруза, и докажу. Ну и все, И я поем за поем, него. да. Соленую можно? Это такой? Нет, да, может другой. Нет, это не могу. Ну давай, пробуй, Константин. Давай подальше. 5 лари. Да. Так, такая рыночная цена. Стоимость 5 лари одной кукурузы. Подходите. Я сделал с солью. Давай. Горячая. Давайте попозже попробую. Хорошо. А это чаи? А это китайские чаи, да? Не грузинские. Гамарджоба? Гамартюба. Это у нас чайная краска. Если вас Какая? заинтересует. Овощная? Нет, из чая. А, из Чайная. чая? Это по моей технологии. Абсолютно экологическая честь. Ну, из чая, конечно, чистый, да. Вот понюхайте, какой у него аромат. Почувствовали? Ох, Вот почувствовали? да. Вот
Может. А это потому, раз у нас эта культура китайская, у нас китайский иероглиф ча. Один из древнейших. Можете нарисовать на камне, если хотите. А вы, то есть, получается, рисуете на... Нет, это не моя. Валяние из мериносовой шерсти. валяние, да. Итальянская мериносовая шерсть. И шелк. Это аппликация из шелка. Шелк приваливается к шерсти. Ой, какой тончайший. Изделие очень А можете убрать тонкое. другой? И вот так вот раскладывается. Надо разложить очень, ну как, чтобы дырочек не было. Но при этом была однородная тонкая. Да. Сколько стоят такие изделия? Ну вот сейчас это стоит 270 лари. 270. 100 А, угу. Мадлоба. Так, можно я попробую? Конечно, Вот как раз. вот возьмите. Это означает, вот это из 3 частей состоит. Это трава, это человек, а это дерево. Это значит Гармония. гармония Ага. человека с природой. Интересно, давайте попробуем. Ух, какая она густая. Вот этот человек. Вот так. Можете брать с собой, если хотите. Интересно, Можете краска оставить. интересная. Оставим, пусть будет, оставим свой. Мадлоба. Удачи вам. Спасибо и вам, всего хорошего. Ну а обратно мы решили сократить путь и подняться по крутой лестнице. Ух, людей-то просто. Мы до сих пор поднимаемся по лестнице. Осталось немного. Фух. Ну такое. Блин. Она продолжается дальше. Не тут-то было. Я уже обрадовалась, что она закончилась. А это Андрей Николаевич Краснов, тот самый российский географ, который основал в 1912 году ботанический сад в Батуми. Но его часть, большую его часть, именно научную часть. Вот, он, кстати, здесь же похоронен, но я думаю, что мы не будем искать могилу. Здесь такой большой сад. Чуть не забыли мы вас здесь, а мы идем дальше. Ну что, день подходит к концу, и наша прогулка по ботаническому саду в Батуми тоже подходит к концу. Мы прям с закатом синхронизировались. Вот если вам понравился этот выпуск, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Может быть, кто-то здесь уже был и есть чем поделиться, или, может быть, хочет здесь побывать. Ну, какие впечатления? Впечатления супер. Очень много мест обзорных, где можно посмотреть на море. Очень много мест, вот где в низину можно посмотреть, где очень много всякой травы, там деревьев. И очень необычные растения. Я вам несколько подснял деревьев, которые высокие, такие шикарные. Ну и, конечно, большое впечатление отложилось от чего? От мандаринов, которые мы попробовали. Я впервые пробовал с дерева мандарины. Это очень приятно, сочные, классные. Очень, в общем, понравилось, все хорошо. Очень тепло, да. Ну и вообще здесь красивые виды. На самом деле, несмотря на то, что вот сейчас ноябрь, да, видите, мы легко одеты, здесь все зелено.
Даже если вы приезжаете в Батуми зимой, в декабре, в январе и феврале, все равно мы рекомендуем посетить Батумский ботанический сад, потому что здесь круглый год цветут зеленые растения, наоборот, вы прям почувствуете себя в таком оазисе. Оазисе тепла, зелени, радующий глаз, просто тут зелень всех оттенков, но я думаю, вы уже это поняли и насладились вместе с нами. Вот, если есть вопросы, также задавайте, с удовольствием ответим. Да, всем пока.